Вот и прошли новогодние праздники. И я рад приветствовать всех выживших на, пожалуй, самом лучшем канале YouTube. И это значит, что вы можете абсолютно спокойно подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео и жать колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие. И тогда вы будете в теме, что у нас происходит. Распространение видеоролика, конечно же, приветствуется. Дружище, сделай полезное дело, подпишись на наш канал. Пусть это будет самым первым полезным делом в этом году. Видите кошку Аську? Она расстроена, потому что вы до сих пор не подписались и не поставили лайк под этим видео. Порадуйте Аську, досмотрите видео до конца и порекомендуйте другим. Ну что ж, подписались? А то приду проверю и пожалуюсь маме. Ладно, а теперь более серьезно. Сегодня замечательный зимний день, и это значит, что я готов дать ответ на самый главный вопрос современности. Что важнее, яйцо или курица? Попробую перефразировать для тех, кто в теме. Что важнее для игр, процессор или видеокарта? А вы как думаете, друзья? Пишите в комментариях. Будет интересно почитать и знакомиться. Всегда рад новым мнениям. Век живи, учись, как говорится. И это видео посвящается всем счастливым обладателям сокета 1156. В общем, появились для вас замечательные i7 870 по доступной цене 2300, по-моему. И их аналоги Xeon X3470 по 1200. И если вас мучила идея поменять сокет, пересесть с 1156, например, на какой-нибудь 1151V1, то советую этого не делать, а досмотреть это видео до конца. А потом уже принять решение. Друзья, Core i7 870 пришел за 10 дней, а Xeon 3470 за 2 недели. Такие дела. Ссылки на продавца оставляю внизу в описании к этому видео. Кому интересно, конечно же, переходим и берем. Оба варианта отличные и с точки зрения цены и производительности. А также оба этих камня вполне легко можно даже разогнать. Ну что ж, настало время тестов, плавно переходим к ним. Погнали!
Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Shit, cool, homie. You Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Hang her right there. Alright. Nice job. Objective Charlie is ours. First enemy soldier eliminated. We are losing ground in this battle. Take control of the enemy objectives. We now control enough objectives to sway the outcome of this battle. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот. Да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся. А не то я твоему пилоту башку пальну. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до 3.
2, 3. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы — если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Берегись! Хорошая попытка. Спокойной ночи. Эй! У нас едят отсюда ковчег! У нас мало времени! Купер, сюда. Купер, я больше не могу выполнять задания. Но вы можете. Возьмите Сергана. Это ваш самый верный шанс выжить. Всем цепные, огонь на свое усмотрение. Капитан, вы настроились на сигнал? Что-то есть, но слабо. Не могу подтвердить. Подключаюсь к электронному мозгу, но сигнал слабый. Это верные координаты. Включи сигнал, мне надо до них докричаться. Командир Брикс, у меня есть позиция Купера. Он вытащил из пяти электронный мозг. Вероятно, у него есть комплект. Вези. Купер. Какой твой статус? Купер. Так точно, прием. Везите. И в продолжении истории в качестве примера у нас будет автор, который, на мой взгляд, недооценен. Полную версию ролика вы можете посмотреть внизу по ссылке в описании к этому видео. Переходим и благодарим его тоже. Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. He got guns all over his house. Не высовывайся.
Сначала нужно обойти огневой мешок. Вот, сектор 1, Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2, что-то вижу. Вар! О! Квинтилий Вар! Верни мне мои легионы! No loitering round here. Ouch! Oh, Miss Fry, I am so glad you could assist me. Хочешь, чтобы я села за руль? А в будущий день пришли войска Чана и сожгли деревню. Их всех убили. Друзья, давайте подведем итог. Вы меня спрашиваете, будет ли смысл менять Core i7 870 на Core i7 7700. По цене этот десятка, грубо говоря, Core i7 870 двушка. То есть разница в 5 раз. Но производительность получается у нас не кратная этой цене совершенно никак. Поэтому если у вас 1156 сокет, то смысла в таком обмене нету. Я бы лучше на вашем месте поменял бы видеокарту. Если у вас медленный хард, поставил вместо него SSD-шник, а хард поставил дополнительно, памяти бы добавил. В этом было бы гораздо больше толку. Все-таки карта, на мой взгляд, в этой ситуации будет первична для игр, нежели процессор. Производительность у них, значит, разница между тем же 7700 и 870 от 0 до 40% за счет высокой частоты DDR4. А также те же самые 4 ядра, 8 потоков, что там, что там. Ничего конструктивно значимого, нового, ну, реально как бы тут нету. Если менять, если у вас есть лишние деньги, ну, возможно, перейти на Coffee Lake, то же самое, есть смысл, там уже 6 ядер, 12 потоков, да, или какой-нибудь Ryzen, сокет AM4, к тому же у них на платформе AM4 даже вариант получше, на мой взгляд, потому что здесь вы получаете платформу, которая будет поддерживать даже по слухам и Ryzen не только 3, но и 4. 3 уже держится с перепрошивкой, как мы знаем. Вот, ну и 4-го поколения. 4-го в смысле, да. Вы поняли меня. Вот такие дела. Если поддерживаете меня, ставьте лайк, не поддерживайте дизлайк. И, соответственно, какие будут мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Научите людей. Знание — это сила. Свет. До скорой встречи.
Совершая покупки в интернет-магазинах, не забывайте про кэшбэк. Возвращайте до 18% с любой покупки. Ссылку для регистрации можно найти в описании видео. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!